Здорово, федерасты. Пришло время немножко потрындеть. Сейчас мы это стеклышко помоем, чтобы оно было и красиво, и полезно, да? Заодно камеру потестируем. Я и тут с микрофонами, с этими разбираюсь, с экстернами. Все будет как надо. У нас там вон тушки такие заходят волшебные. Вот. Ну, это к делу не относится. Я сейчас это попробую рассказать, ну, на некоторые там вопросы ответить. Это и так просто мысль развить. Но для начала, федерасты, чтоб отправлять меня куда-то там в окопы, кого-то защищать и так далее, нужно бы для начала определиться или узнать, какое у меня гражданство, да? Вот когда вы это узнаете, или определите, или отгадаете, вот тогда этот вопрос будем решать. А пока я даже отвечать на него не буду, нет смысла. Второе. Ой, что-то я это где-то простыл, наверное. Второе. Я это, когда показываю вранье вашей мункерной боли, да, бункерной моли, вот, то я всегда показываю не то, как у вас там хорошо ли, плохо ли есть, или чего нету, может, за редким исключением. А я в основном показываю, как ваша бункерная моль вас обманула. По поводу того, что там ЕС замерзнет или замерзла, что нет топлива, нет мазута, нет вообще ничего. И что они тут, бедолаги, вообще, блин, вообще замерзли, вот, есть им нечего, и это не моются, воды нету, но в то же время, вот когда мы с вами едем, да, вот, путешествуем, вот, зараза, вот не успел, ну надо, ну, в общем, не повезло, хотя можно было снять, ну ладно. Вот, то как-то же мы видим, вот автомобили ездят, они же на чем-то ездят, или вон даже немец едет перед нами, или вы думаете, они тут все, блин, на воздухе ездят, или на электричестве, ну а электричество тоже же надо откуда-то брать. Вот. А если вы нам ничего не продаете, или мы у вас ничего не покупаем, ну так где же мы это берем все? Ну а если где-то берем, значит за что-то покупаем. Ну а раз покупаем, значит есть за что. Вы же там все время орете, вот скоро, вот там уже загнулись, уже нечего, уже туда-сюда. У меня все время хочется дату конкретную, назовите кто-нибудь, что мы вот уже все, ну вот там 2 числа или 25-го или там 35-го или это. Что я последние лет 50 слышу, как Запад загнивает, умирает и так далее. Ну вот, ну вот мы вот едем, и как-то это, если признаки где-то загнивания есть, вот можете показать и сказать, вот где они, эти признаки загнивания Запада. Я, например, не наблюдаю. Может, я не там езжу, а мы сейчас вот посмотрим, тут вот такая вот. Сколько у нас тут солярочка? 37, 37,50. И дизель 95 и 37,50. Вот. Ну, там сейчас где-то по дороге будет, там и шелка будет, и все там будет подороже, там 38, может 39 будет.
А это такая скромненькая, тут она сбоку, не совсем удобная. Вот. Дальше. Я вам уже несколько раз говорил, и придется еще раз повторить, вы же не понимаете, что о заработке я рассказывал и показывал свой заработок со своей работы. Я не показывал заработок канала на видео. Вот. Деньги я зарабатываю руками в свободное от хобби время. А канал, видео, фото – это у меня хобби. Вот. Поэтому я там получаю удовольствие, когда вас наставляю на путь истинный. И рассказываю аргументированно и с доказательствами, с видеофактами и с фотофактами, чтобы это можно было проверить. У меня куча фотографий, куча видео, все в свободном доступе, то, что можно. Вот, поэтому это все можно посмотреть. Как мы путешествуем, куда мы путешествуем, как часто мы путешествуем, где мы были. Вот, и так далее. То есть это все аргументировано. Ну, как обычно, по-другому не бывает. Что-то я разогнался, тут 50, а я разогнался. Вот, ну это что, отвлекся на вас, болотных жителей страны Федерации. Вот, следующий момент. По поводу коротких роликов, так называемых шортиков, да, там, где что-то рассказываю про еду, про магазины и так далее. Федерасты. Цены, видео, магазины, посетители в магазины есть в плейлисте «Магазины Европы». Там куча видео и часовых, и по полчаса, и по 15 минут. Ну, разные там есть. Если мне не изменяет память, там 43 видео. Именно про магазины, про разные. Так, а тут вот, тут 39,1. Поэтому обсмотритесь и с ценами, и с продуктами, и с посетителями. Ну, там все есть. Я не знаю, вы что такие недалекие, или тупорылые, или как вас еще назвать, что вы не можете нажать две кнопки рядом, посмотреть в соседнем видео или в плейлисте информацию. А больше всего меня прикалывает то, что вы не понимаете, то, что вы посмотрели. Какое-то у вас интересное представление, перевернутое. Вот в комментариях, когда почитаешь, такое ощущение, что вы не этот ролик смотрели, под которым вы пишете, а непонятно где и вообще непонятно что, блин. То есть информация, которую вы поняли, она на 180 градусов противоположная или перевернутая, как вот, или зеркально противоположная, как правильно сказать, не знаю. Потому что я пытался несколько раз, долго я пытался там спрашивать, говорить, утверждать, что вы поняли, что посмотрели, или посмотрите еще, или вы не думали, что это там не соответствует действительно, а потом плюнул. Смысл? Хотите видеть то, что видите, или слышать то, что слышите, да на здоровье. Так, что еще? По поводу зарплаты я озвучивал, показывал, естественно, с доказательствами, с банковской программой, не с банковской программой, а с этой,
С бухгалтерской, с банковской. Так, а вот тут 39,50 и 39,90. Ну вот, а там 37 было 50, да? Ну вот на 2 кроны. Там дешевле. Вот. То есть бухгалтерская программа, я вам показывал платежи, суммы. Она ж там считает и в этот, как и по месяцам, по кварталам там, и по годам. Все я это показывал. Там, по-моему, 6 или 7 маленьких коротеньких роликов о заработках в ЕС. Ну, естественно, на моем примере я не могу отвечать за всех. Вот. Так что там все есть. Поэтому прежде там что-то говорить, пытаться или умничать, достаточно посмотреть пару роликов предыдущих там или 5 роликов, как будет желание. Вот. Ну а потом можно как-то вступать в диалог. А то вы такое, как отмочите, хоть стой, хоть падай, блин. Сидишь и думаешь, блин, ну ты этот ролик смотрел, или, блин, ты смотрел и, я не знаю, пяткой в ухе чесал, блин, в этот момент. Что вообще ничего не понимаю, не понял. Ну, говорю, я повторюсь, я уже просто этот, как его, не обсуждать, а убеждать, или этот, как его, переубеждать не буду. Я просто тупо отвечаю на коммент. Так, по поводу комментариев. Отвечаю я обычно те, которые мне выскакивают, как эти, как его, оповещением. Я на них отвечаю мгновенно. Как мне только выскочилось, ну или если не за рулем, я отвечаю на них мгновенно. Но бывают комментарии, которые не выскакивают. Нужно в студии открыть видео и посмотреть, вернее, зайти в студию, именно в комментарии, и там уже видеть, которые не это. Ну, почему-то они не... Оповещение не пришло. Потом там же есть еще по каким-то параметрам YouTube определяет, что это какой-то комментарий, на проверку нужно уйти. Не знаю почему и по каким параметрам, но у меня эти функции отключены. У меня не посылаются они на проверку. Это уже YouTube решает сам. И то же самое по поводу удаляемых комментов. Я комменты не удаляю. Первое. Второе. Если появляется мат или там вот переход на личности в конкретном оскорблении, да, там называйте меня как хотите, но вот там уже когда переступаете эту, как его, границу, как говорит это Оля Скобеева, красную черту, вот, тогда я делаю что? Я не удаляю комментарий, я не это... не блокирую пользователя. Я делаю так, что этот комментарий, то есть YouTube дает такую возможность, что этот комментарий вы, как автор, написавший его, видите и думаете, что его видят все. Ну вот вы тут ошибаетесь. Вот. Его видите только вы. То есть возможности у YouTube такие есть. Он мне дает такие возможности, чтобы сделать так, чтобы вы это думали, что вы написали, его видят все. Но ошибочное мнение ваше. Я тоже не сразу этому научился, но вот такая функция у YouTube есть. Кто не знал, пользуйтесь. Так, что еще? По поводу бензина и солярки. Вот. Цены плавают. Они плавают как по дням, так еще плавают и по месяцам, там, неделям. То есть какое-то время оно стоит стабильно, а потом начинает то вверх, то вниз. Я уже говорил, что вот рекорд, что я заправлялся, было 52. Ну, а было 54 вообще максимум.
Но я не заправился, потому что она была коротенькая неделю. А потом упала до 32. Вот. Ну, а сейчас вот 37, 38, 39. Вот так. Так что вот эта вот толпа автомобилей, которая едет, она же на чем-то едет. А электрические у нас только те, которые у них номерной знак начинается на L. Е и Л. Две буквы L. Вот. Это значит электрический. Вот. Ну, плюс там еще газ, но газ он не обозначается. И водород, но, по-моему, тоже водород не обозначается. То есть вот это вот показатель, вот как мы сейчас едем, то количество автомобилей, наш показатель того, что есть на чем ездить, есть что заливать. А то там мне вот недавно один написал, в общем, экономика Германии встала, сталелитейные заводы встали, энергетические заводы встали, фабрики, производственные мощности встали, ну, в общем, все стоит. Я не знаю, как оно там, где и что стоит, но я когда покупал вот этот свой автомобиль, вот, то я ждал, ну, вот как мы там решили, выбрали, потом пошли, потом туда-сюда. Ну, сейчас я точно скажу. Я получил его через год и 4 дня. Но там был нюанс, там тогда еще был там был еще нюанс, но 3 месяца можно еще откинуть. Ну, вот через 9 месяцев и 4 дня. Там был нюанс такой один был, вот. Вот с того момента, как я решил купить, потом пока выбрали, то есть не успевают. Разбиралось все, или как назвать, я не знаю, но очередь были. Вот. Поэтому, что там не работает, не знаю. Ну, вот. То есть на складе именно вот этой модели, которую я выбирал, которую я хотел, конфигурации ее не было. Вот. И мне было потом, ну, вот сказано уже в мае месяце, я знал, что 18 сентября по ВИН-коду уже был ВИН-код, автомобиль поедет, его начнут собирать. Потом 20 числа он уже был готов, завод во Франции. Потом где-то в середине октября его привезли. И потом еще месяц тут доделывали там пол, я заказывал, там еще такие тут нюансы всякие разные там. Вот, по-моему, еще по-моему, месяц я ждал. Вот, там тоже очередь была, чтобы пол сделать, там борта сделать, там внутри обивку и так далее. Вот. Поэтому как бы все работает, все это. То есть уже мир капитализма уже к очередям не привно. От очередей все отвыкли. А тут вот такой нюанс. Поэтому следующий автомобиль, если буду покупать, ну или когда буду покупать, то заранее. А не так продать и, остаться. Нет, так уже не будет. Но это все опыт. Так что, федерасты, у нас в этом плане как бы все работает. Вот свет, смотрите, в туннеле 8 километров, вот мы едем, свет горит, машины в туннеле. Правда, удивился я, что пробки нету. Обычно тут в это время не пробка, а пробище. Ну, уже вот, видите, по половину мы проехали, 70 километров было, а сейчас уже 50, ну, уже все, вот это начинается, наверное. Ну, сейчас посмотрим на навигации, сколько нам еще ехать сейчас.
Совсем чуть-чуть, 8 километров. Темпомат поставим, чтобы ехать. Ну вот. Колонна едет. Непонятно, чем заправляется. Но по утверждениям вашей бункерной моли. Вы же ему верите. Кстати, он сейчас там про этот... Видели, да, как он нацистов оправдал? Гитлера, оказывается, вынудили. Что он напал, блин. Вот так вот оказывается, да. То есть... Ну, ничего. Нравится, не нравится, да? Как он там говорил про красавицу. Ну, вот это все вернется бумерангом. Так, ну вот, как бы вкратце вроде все сказал, что хотел. Может, что еще вспомню. Потому что там будет еще много выходить коротких роликов. Поэтому как бы повторюсь. Если кто-то это не догоняет или не понимает смысла, откройте большой ролик из этой серии в плейлистах. Они есть. И там можно смотреть разные плейлисты с отпусков и по тематике. И это... И все сразу станет понятно. Ну, а по поводу открытых окон, это же вообще... Ну, у нас Гольфстрим рядом. У нас тепло. Мы замерзнуть практически не можем. Я же вам рассказывал, говорю, мы отопление не включаем. Ну вот сейчас у нас 13 градусов. Дома затеплены. Вот. Кто не экономит на вате, а делает с ваты, тот в плюсе. Ну, пенопласт немножко похуже, там у него другие какие-то показатели. Плюс у нас нормы менялись. Ну, я начинал, по-моему, было 6 миллиметров ватта, а пенопласт 8. А потом оно как-то там сравнялось. Потом было 8 и то, а потом стало 10. Ну, а дальше не знаю, потому что в этой сфере уже не работаю. Не знаю, но все дома у нас затеплены. Все. Это по-другому никак. Тут по-другому не делается. Все, дом затеплен. Вот вы его строите, а типа затепление считается по умолчанию, что дом не будет строиться неутепленным. Это не обсуждается. Вот. И вон пробка стоит, видите, он по левой стороне. Это все в туннеле едут, через который мы ехали, там вот все едут туда. И тут что-то непонятно, там пробочка стоит. Что они там тормаживают, говорят. Обычно тут это все уже стоит. Но сегодня прям у нас счастье. Прям счастье. Вот. По поводу... ну да, вот эти вот видео, если там выходит какое-то короткое видео на какую-то там, то ли, неважно, то ли это продукты, то ли это отпуск там или еще что-нибудь, то обязательно есть видео в полном объеме,
И там это можно более посмотреть развернутый вариант. Плюс видео в 360 градусов очень много. Уже приближаюсь к 1000 видео в формате 360 градусов. Вот. Естественно, первые видео были такие. Учился. Вот. Ну и до сих пор учусь. Это же такое дело. Вот. Ну, качество улучшалось, звук улучшался. Приобреталась аппаратура. Вот, техника. И качество улучшалось. Набивали шишки, топили камеры, попадала вода и так далее, и так далее, и так далее. Ремонтировалась камеры, разбивали линзы, все было. Поэтому объем информации там огромный. Если мне не изменяет память, то 3500 количество видео уже перевалило. 3500, что-то 63, что ли. Так, а ну тут сколько у нас? Тут 39, 90 и 50. Вот. Солярка тут дороже. Ну, то есть там 37,50, а тут 39,90. Вот на 2,40 при 60, ну, у меня бак 63 там, или 65. Ну, пора, и 65 бывало вливал. Ну, возьмем 60, да, вот. На 2,40 умножьте, получается 120 и 144, да. Вот, бак, полный бак на 144 денежные единицы, это можно сэкономить. А вот тут у нас лошадки бегают, что-то сегодня нету. И тепло. Так что вот так вот, федерасты. Вот такой вот объем информации у вас. Вы вопросы, когда задаете, вы задавайте адекватные вопросы, мы можем нормально пообщаться, я вам могу и подснять что-то, и показать. Проблем нету. Тут приобрел камеру, 8К снимает, формат снимаю кинотеатра, потому что балдею с этого, когда вот это вот едет, ну, такой на широкий формат, ну, просто обалдеть, вот. Экстерный микрофон. Ну, все красиво должно быть. Показываю вам тут вон все сразу. И монолог. И обзорное видео. Видите, сколько машин едет? И вон даже автошкола поехала. На чем-то же они ездят. Вот так вот, ребята. И вот тут, да, дядьки что-то ремонтируют. Мостик, да? Может, рекламу вешают. Угу, похоже на то. Рекламу вешают. Так что вот такая у нас погода. Такой у нас Гольфстрим нас обогревает. Поэтому вы такой момент не учли. ЕС быстро переориентировалась, договорилась, ну и все. А вы потеряли такой рынок сбыта. 40% было, европейский рынок сбыта был ваш. Обалдеть, блин. Вот у вас этот бункерный, или бункерная моль, правильно, да? Бизнесмен, блин, офигеть, экономический стратег. Сам себя переиграл. Ну, он все время утверждает, что все идет по плану. Ну, если в этом был такой план, то так тому и быть. Что тут сделаешь? Стратег.
Так что ладно, федерасты, будем мы, наверное, прощаться. Уже балаболим полчаса больше. Вот. Все, что я хотел, я вам сказал. А если есть какие-то вопросы или там непонятные темы или моменты, ну вы не стесняйтесь. Я вам расскажу. Тайн нет. И куда мы в отпуск в этом году поедем. И где мы были в прошлом году в отпуске. Естественно, с доказательной базой. Вот, как видео в формате 360, так и фото, и 2D, и 360. В общем, полный спектр доказательной базы у меня присутствует. Вот. Может, и поделюсь там какими-то, что-то кому-то будет интересно и полезно. Хотя вам-то Европа не светит. Ну, вообще весь цивилизованный мир. Так что, наверное, и смысла нет. Но это ж такое дело. Я ж так понимаю, есть среди вас и адекватные, которые в силу каких-то причин не могут об этом заявить, так как у вас страна-то уже давно диктаторская, и это чревато. Я так понимаю, 37-й год отдыхает уже по сравнению с тем, что у вас творится. Сегодня там кого там посадили, журналюк из Собчачки, ну вот это такое там. В общем, все ясно. Будут вопросы, пишите. Скоро встретимся.